Воу. Ого. Хм, неплохо. Изначально, когда анонсировали эту игру, она была эксклюзивом на Quest 2. Я сразу подумал, ну понятно, выпускают очередной проходняк, все для рекламы квеста, все ясно. После просмотра трейлера игра показалась мне интересной, но она смотрелась какой-то детской. Яркая мультяшная графика, разноцветное оружие с не менее разноцветными патронами. Плюс, понимая, как тяжело сделать хорошую механику стрельбы, да еще и с мультиплеером, да еще и трейлер игры такой пафосный. Короче, шансов было мало, что это что-то дельное. Со временем игра появилась в Стиме, да еще и со скидкой за 181 рубль. В общем, я решил раскошелиться, посмотреть, что же там такое. А там, оказывается, полноценный киберспорт. Но давайте по порядку. Игру сделала студия Resolution. Это та самая студия, которая сделала Angry Birds VR, Charlie and the Reaperman. Из недавнего они же сделали виртуальную ролевую настолку Demeo. Я думаю, вы про нее уже слышали. Игра, о которой мы поговорим сегодня, тоже их работа. Blaston. Как пишут сами разработчики, это симулятор дуэли в сеттинге будущего. Я бы еще добавил, что это очень драйвовая фитнес-игра. По энергозатратности сравнима с Thrill of the Fight, конечно, при условии, если вы хотите побеждать. Сюжета как такового в ней нет, поэтому переходим к геймплею. Вначале у вас будет стандартный скин и базовое оружие. Оружие несколько видов. Вы выходите на ринг, и в момент боя возле вас они рандомно будут появляться. Каждый вид оружия появляется с определенной периодичностью. Слабенькие чаще, мощные пореже. После каждой победы вам начисляются очки уровня, турнирные баллы и 2 игровые валюты. Когда вы переходите на новый уровень, у вас будут открываться скины, всякие флаги и новое оружие. И тут наступает самое интересное. У вас всего 6 слотов. Чтобы добавить новую пушку, вам нужно какую-то выкинуть. Каждое оружие имеет свой урон, коллизию, количество зарядов и время появления. А еще есть защитные стенки, щиты, которые тоже занимают один слот. Да, можно взять только самое мощное оружие, но тогда среднее время спавна будет очень большое, и на ринге вы будете по 5-10 секунд стоять и ждать, пока оно появится. Придется так нехило поуворачиваться от вражеских пуль. Поэтому здесь очень важен грамотный подход. Не переживайте, на изучение оружия вы много времени не потратите. Через пару-тройку боев вы найдете некую закономерность и определенно будете знать, что вам удобнее использовать. Еще набор оружия во многом зависит от того, как вы ведете бой. Если вы, например, шустрый и быстрый, то щитки вам вряд ли понадобятся. Лучше взять побольше оружия. В момент боя можно общаться с противником, но, как правило, на ринге не до общения. Поэтому у всех микрофоны выключены. Для общения есть другая локация. Можно почилить в баре, сыграть в дартс, пообщаться с другими игроками и даже пригласить кого-нибудь на дуэль. Но за нее вы турнирных очков не получите, как и за дуэли с друзьями. Халявные очки здесь не раздают, поэтому придется в буквальном смысле попотеть. Если вы наберете больше 2000 баллов, то вероятнее всего вы попадете в топ-100 игроков мира. Вы станете значимым игроком Бластона, и вас будут приглашать на официальные турниры от разработчиков, которые проходят примерно раз в месяц и транслируются на Твиче. Да, конечно, это не те масштабы, которые хотелось бы, но это только начало. Каждый раз, заходя в эту игру, вы будете получать настоящую кардиотренировку, побеждать врагов и попадать в чарты. Разве это не то будущее, о котором мы все мечтали? Yeah, cool. Перейдем к графике. Про нее я уже немного говорил, первое впечатление от нее не очень, но когда ты в самой игре, смотрится все довольно гармонично, быстро привыкаешь к этим ярким цветам. Единственный большой визуальный минус — это местами очень корявый перевод на русский. Конечно, спасибо, что он вообще есть, но просто некоторым это очень сильно портит впечатление. Надеюсь, когда-нибудь это поправят. Звук в игре тоже нормальный, ничего нигде не выбивается, кроме монотонной музыки в основном меню. Но ее можно прикрутить, поэтому все в порядке. В
техническом плане игра не очень требовательная и весит безумно мало, что для владельцев квестов весьма важный параметр. Я обожаю фитнес-игры в VR, и Blaston определенно одна из лучших. Если смотреть по оценкам, в магазине Oculus у игры стоит в среднем 5, а в Steam очень много пальцев вверх. Я с ними полностью согласен. В Steam игра продается за 259 рублей, в магазине Oculus для квеста 2 она стоит $10, но там тоже на нее бывают скидки. Ссылки я оставлю в описании. Огромное вам спасибо за просмотр и подписку. Если вам понравился обзор, ставьте большой палец вверх. С вами был Ген VR. И не забывайте, что будущее уже наступило. Просто не все об этом знают. Скоро увидимся.